Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот красивые слитки. Слитки вяжутся просто, выглядят очень красиво. Данные слитки я вязала на размер 36-37. Но в данном видео вы можете связать слитки на любой размер ножки. Вязала спицами 3,5 мм. Пряжу я использовала Alize Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Данные слитки я вязала 3 цветов. Основной цвет у меня идет такой фисташковый. Здесь я еще добавила белую ниточку, одну в самом начале резиночки и по подъему. И подошву я связала темно-зеленым цветом. Слитки вяжутся вот из такой заготовочки. Давайте разберемся с принципом вязания данных слитков. Изначально надо связать резиночку. Резиночка, если в сантиметрах, это примерно 6 сантиметров должна у вас получиться. Далее мы с вами делаем прибавки. Прибавки наши состоят из 7 платочных дорожек. Прибавки вместе с резинкой составляют 11 сантиметров. Получается 5 сантиметров прибавок и 6 сантиметров резинки. После того, как мы с вами связали вот эти вот прибавки, по центру мы вязали резиночку 2 на 2, а по бокам платочные дорожки. И далее мы с вами вязали мысок. Данные слитки можно вязать на любой размер ножки. Смотрите, резиночку мы вяжем одинаково в любом размере. Регулировать размер ножки мы будем вот именно вот этими добавлениями петель. В процессе вязания мы нашу заготовочку будем примерять на ножку и смотреть. Если нам не будет хватать добавленных петель, мы можем еще связать несколько рядов самостоятельно. В процессе вязания мы с вами это все будем разбирать, и я буду примерять на манекен. Если вам понравилась данная модель слитков, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На спице 3,5 мм я набираю 50 петель обычным способом набора с помощью длинного хвоста. Набираю на 2 спицы, чтобы край наш был более эластичен. Приступаем к вязанию нулевого ряда. Этот ряд у нас будет идти по изнаночной стороне. Первая кромочная петля снимается, не провязывая на протяжении всего вязания. И далее вяжем 1 изнаночная и продолжаем вязать далее резиночку 2 на 2. 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые петли, 2 изнаночные. И так мы вяжем до конца ряда. В конце я вот провязала 2 лицевые петли, у нас остается 2 петли на спице. Вяжем 1 изнаночная петля и кромочная на протяжении всего вязания вяжется также изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание, и теперь у нас будет идти первый ряд по лицевой стороне. Вяжем все петли по рисунку. Кромочную петлю я снимаю, и далее у меня вот 1 лицевая идет, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Таким же образом мы с вами довязываем первый ряд до конца, вяжем все петли по рисунку. И далее также мы с вами провяжем второй и третий ряд самостоятельно, также все петли по рисунку. Встретимся в 4-м ряду. Я провязала самостоятельно 3 ряда. Теперь у нас будет идти 4-й ряд, и мы будем переходить на другой цвет. Белую ниточку я отрезаю, она нам больше не нужна. И далее мы с вами вяжем 4-й ряд, так же, как мы вязали все предыдущие ряды. Первая кромочная петля будет провязываться лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее вот у нас идет изнаночная, мы ее вяжем изнаночной петлей. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, мы продолжаем с вами вязать ряд до конца. Все петли вяжем по рисунку. Как петли наши идут, так мы их и вяжем. В самом конце у нас последняя петля кромочная вяжется изнаночной.
После того, как мы связали один ряд ниточкой, вот у меня фисташкового цвета, мы с вами таким же образом будем этой же ниточкой вязать еще 12 рядов в высоту. В итоге резиночка в наших слитках должна быть в высоту 6 сантиметров. Встретимся, когда провяжем всю резинку. Я провязала резиночку. У нас резиночка наша получилась 6 сантиметров. После того, как мы вывязали нашу резиночку, мы с вами приступаем к вывязыванию прибавок. Данные прибавки мы будем вывязывать вот на протяжении 7 платочных дорожек. В каждом лицевом ряду мы будем с вами прибавлять по 4 петли. В изнаночном ряду мы прибавлять ничего не будем. Отмечаем маркерами вот эти вот две полосы лицевыми петлями. Получается, с одной стороны мы отсчитываем 20 петель. Вот это у нас идет 21 и 22 петля. И с этой стороны мы отсчитываем 20 петель и выделяем вот эти вот две полосы маркерами с двух сторон. И далее мы с вами будем прибавлять петли. Вяжем первый ряд прибавок. Первая кромочная петля снимается, и далее вяжем до первого маркера все петли лицевыми. И лицевые, и изнаночные петли мы вяжем все лицевыми. Мы дошли до первого маркера, далее делаем прибавку накидом. Обвиваем пальчик ниточкой и набрасываем дополнительную петлю на спицу. Далее маркер перебрасываем. Вот эти вот две петли, которые идут между первым и вторым маркером, мы будем вязать по рисунку. Как петли идут, так мы и вяжем. Получается 2 лицевые петли. Далее второй маркер перебрасываем и также добавляем одну петлю, обвиваем наш пальчик и набрасываем петлю на спицу. Далее вяжем по рисунку 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее также мы делаем накид перед третьим маркером. Обвиваем пальчик и набрасываем дополнительную петлю на спицу. Третий маркер перебрасываем, 2 петли, которые идут между маркерами, вяжем по рисунку 2 лицевые петли. Четвертый маркер перебрасываем, делаем дополнительную петлю. И далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Вяжем до конца самостоятельно. Далее идет второй ряд прибавок, и во втором изнаночном ряду мы с вами прибавок никаких не будем делать. Первая кромочная петля снимается, и далее все петли вяжем лицевыми до первой добавленной петли. Перед маркером вот у нас идет добавленная наша петля, и по краям, как с этого, так и с этого края, мы вяжем добавленные все петли лицевыми скрещенными. Перебрасываем первый маркер, 2 петли, которые идут между первым и вторым, и также третьим и четвертым. Эти дорожки вяжем по рисунку 2 изнаночные. Второй маркер перебрасываем, и у нас идет добавленная петля. Эти петли вяжем по рисунку, так как у нас идут 2 лицевые, дальше должна дорожка из изнаночных петель идти, значит эту добавленную петлю мы вяжем одной изнаночной. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Далее у нас обратно идет петля добавленная по рисунку, у нас должна идти изнаночная дорожка, мы эту петлю вяжем изнаночной. Маркер перебрасываем, и эту дорожку, которая идет между третьим и четвертым маркером, также вяжем по рисунку 2 изнаночные. Четвертый маркер перебрасываем, и с этого края после четвертого маркера все петли идут лицевыми. У нас вот идет одна добавленная петля, мы ее вяжем лицевой скрещенной. И далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Довязываем до конца самостоятельно.
И далее мы будем вязать, чередуя вот первый и второй ряд, 14 рядов, добавляя 4 петли, одну перед маркером первым, вторую после второго маркера, третью петлю перед третьим маркером, четвертую петлю после четвертого маркера. Все петли по бокам вяжем лицевыми, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Две дорожки, которые находятся между маркерами, мы вяжем по рисунку. Петли, которые находятся в серединке, между вторым и третьим маркером, мы вяжем резиночкой 2 на 2. Давайте третий и четвертый ряд мы с вами провяжем вместе. Первая петля снимается, не провязывая, далее все петли вяжем лицевыми до первого маркера. Мы с вами довязали до первого маркера. Перед первым маркером в лицевых рядах мы будем делать прибавки. Обвиваем пальчик и набрасываем на спицу одну добавленную петлю. Далее маркер перебрасываем. Дорожку между первым и вторым маркером мы вяжем по рисунку. 2 лицевые петли. Второй маркер перебрасываем. Также делаем дополнительную петлю, обвиваем наш пальчик и набрасываем эту петлю на спицу. Далее вяжем резиночку 2 на 2. 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая. Перед третьим маркером также мы добавляем петлю, обвиваем пальчик и набрасываем на спицу. Третий маркер перебрасываем. Дорожку между третьим и четвертым маркером мы вяжем по рисунку 2 лицевые. Четвертый маркер перебрасываем, добавляем петлю. И далее все петли мы вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной на протяжении всего вязания. Далее у меня идет четвертый ряд прибавок. Первую петлю мы снимаем и далее вяжем все петли лицевыми до первой добавленной петли. Вот у нас идет первая добавленная петля. Мы по краям вяжем петли лицевыми. Перебрасываем первый маркер, вяжем дорожку по рисунку 2 изнаночной. Перебрасываем второй маркер и вяжем резиночкой 2 на 2. Так как у нас идет вот лицевая дорожка, значит эти петли будут идти 2 изнаночные. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И также у нас после лицевой дорожки будет идти изнаночная дорожка. Мы вяжем 2 петли изнаночными. Маркер перебрасываем между третьим и четвертым маркером, мы дорожку сохраняем, у нас будут идти 2 изнаночные. Четвертый маркер перебрасываем, и после четвертого маркера у нас идут все петли лицевыми. И вот эта, которую мы добавили петлю, лицевой скрещенной вяжем. Далее самостоятельно довязываем ряд до конца, все петли лицевыми. Мы с вами провязали 4 ряда прибавок. Теперь таким же образом нам надо провязать еще 10 рядов прибавок. В лицевых рядах мы с вами добавляем 4 петли, в изнаночных рядах ничего не добавляем. Встретимся, когда провяжем 10 рядов самостоятельно. В итоге у нас получится 14 рядов прибавок. После того, как мы с вами провязали 14 рядов прибавок, у меня сейчас на спице 78 петель. Если посчитать по платочным дорожкам, это получается 7 платочных дорожек. Серединка наша выглядит вот таким вот образом. Мы с вами добавляли петли, сохраняя рисуночек. Далее смотрите по ножке, по своему размеру. Вот я примерила на манекен. Если вот эта вот часть средняя резиночкой 2 на 2 между вторым и третьим маркером хороша, тогда вы вяжете вместе со мной далее. Если вам хочется еще добавить пару петель, тогда пару рядов вы самостоятельно провяжете. На мой размер 37 вот эта вот часть хороша. Примеряйте на свою ножку вот таким вот образом. После того, как мы с вами вывязали все прибавки, у нас прибавки вместе с резиночкой получились вот примерно у меня 11 сантиметров. Далее мы с вами будем вязать мысочек.
Первую кромочную петлю я снимаю и далее я вяжу до маркера первого все петли лицевыми. Перебрасываем первый маркер. Дорожку между первым и вторым маркером мы сохраняем. Вяжем 2 лицевые петли. Второй маркер перебрасываем. И далее мы будем вывязывать наш мысочек. Вот у нас идет 1 изнаночная, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Последняя петля перед третьим маркером у нас будет идти кромочная. Мы ее вяжем изнаночной петлей. Маркеры, если вам неудобно, можете снять, они нам в принципе больше не нужны. Если вы вязали так же, как и я, у вас должно посередине между вторым и третьим маркером получиться 20 петель. Переворачиваем наше вязание, когда мы довязали до третьего маркера. И теперь вяжем в обратную сторону. Первая петля у нас будет идти кромочная, мы ее просто снимаем. И далее вяжем резиночку 2 на 2 до маркера. Получается вот 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Последняя петля перед маркером будет идти кромочная, мы ее вяжем изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание и вяжем только вот эти 20 петель. Если вам неудобно на одних и тех же спицах вязать, можете эти 20 петель вязать на чулочных спицах. Таким же размером я вот сейчас переодену вот эти петли 20 петель и буду их вязать на чулочных спицах. Боковые петли остаются на круговой спице, и они сейчас нам не нужны. Вот сейчас 2 ряда мы уже с вами провязали. Приступаем к третьему ряду. Первая кромочная петля снимается, и далее резиночкой 2 на 2 мы вяжем все петли по рисунку. 20 петель получается у нас наш мысочек. Последняя петля 20 у нас будет идти как кромочная, мы ее вяжем изнаночной петлей. Таким же образом мы с вами вяжем самостоятельно. Всего у нас должно получиться 14 рядов. 3 мы с вами уже провязали. Самостоятельно надо провязать 11 рядов. Я вывязала мой мысочек. Получается 14 рядов резиночки 2 на 2. Итого, если померить наш мысочек с того места, как мы начали делать прибавки, примерно 10 сантиметров. Заготовочка на данный момент примерно 16 сантиметров у нас. Далее мы в мыске будем делать убавление на пальчики. Смотрите, размер вашей ножки регулируете сначала прибавками. Теперь вот мы вывязали полностью наш мысок, осталось вот сделать убавки петель. И примерно нам осталось закрыть вот пальчики. В процессе вязания вы примеряете ваш следок на ногу, чтобы вам вот осталось закрыть только пальчики. Если вам маловато длины мыска, вы вяжете еще пару рядов самостоятельно. Приступаем к убавке петель. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее вяжем 1 лицевую петлю. Третью и четвертую петлю вяжем как 1 лицевой петлей с наклоном влево. 1 петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, теперь первую снятую петлю набрасываю на вторую. Мы с вами убавили 1 петлю. Далее вяжем по рисунку, не довязывая до 4 петель в конце ряда. У нас осталось на спице 4 петли, мы должны убавить с вами 1 петлю. Вот первую и вторую петлю провязать 1 лицевой с наклоном вправо. Для этого вот я одну вот эту вот лицевую петлю переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху. И провязываю 2 петли 1 лицевой за правые верхние стеночки. У меня получается вот лицевая петля ровненько лежит, не перекрученная. Далее вяжем 1 лицевая и кромочная.
Мы с вами убавили в первом ряду 2 петли. Второй изнаночный ряд мы вяжем все петли по рисунку. Первая кромочная снимается, 2 изнаночные петли, лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные и кромочная. Приступаем к третьему ряду убавок. Первую петлю я снимаю, не провязывая, далее вторую петлю я вяжу лицевой, теперь третью и четвертую петлю нам надо провязать одной лицевой петлей с наклоном влево. Для этого вот одну петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой и первую петлю набрасываю на вторую. Мы с вами убавили 1 петлю. Далее я вяжу все петли по рисунку, не довязывая 4 петли в конце ряда. Вот у меня осталось 4 петли, я вот вторую петлю лицевую переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху. И буду провязывать первую и вторую петлю одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Далее вяжу 1 лицевая и кромочная петля. Мы с вами провязали третий ряд. Четвертый ряд вяжем все петли по рисунку. Кромочную снимаем. У нас идут 4 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и далее 4 изнаночные петли. Последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Мы с вами убавили 4 петли, еще нам надо с вами убавить также 4 петли. Приступаем к вязанию 5 ряда. Первая кромочная петля снимается, вяжется, далее 1 лицевая, далее 2 петли нам надо провязать вместе с наклоном влево. Первую петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, теперь первую петлю набрасываю на вторую. Далее вяжу все петли по рисунку, не довязывая до 4 петель в конце ряда. Далее нам надо первую и вторую петлю провязать вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Для этого я 2 петли переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И провязываю 1 лицевой за правые верхние стеночки. 1 лицевая и кромочная. Шестой ряд вяжем все петли по рисунку. 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Последняя кромочная. Седьмой ряд убавления петель. Первую петлю я снимаю, далее вяжу 1 лицевую, третью, четвертую петлю 1 лицевой с наклоном влево. Первую петлю снимаю, вторую лицевой провязываю, первую петлю набрасываю на вторую. И дальше вяжем по рисунку, не довязывая 4 петли в конце ряда. У нас осталось на спице 4 петли, нам надо первую и вторую петлю провязать вместе 1 лицевой петлей. Переворачиваю 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю 1 лицевой с наклоном вправо. Далее вяжу 1 лицевую и кромочную. После того, как мы с вами провязали 7 ряд, 8 изнаночный ряд мы уже не будем вязать. Будем далее все петли поднимать по мыску. Примерно вот наши убавочки составили 1,5 сантиметра. Получается, у нас осталось 12 петель, это петли мыска. Вот таким вот образом должна на данный момент выглядеть ваша заготовочка. Далее нам надо поднять по этому краю, где находится вот рабочая ниточка, все петли. Получается, у нас по этому краю мы должны с вами поднять 10 петель. Поднимать можно спицей, можно крючком. Я буду крючком поднимать. У нас по краю идет косичка из кромочных петель. Вводим крючок в каждую кромочную петлю и поднимаем петлю. Получается первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. У вас должно, если вы вязали по моим расчетам, получиться поднятых 10 петель. После того, как вы подняли все петли, я петли переношу на спицу, на которой я вязала мысочек наш.
После того, как мы все петли пересняли на спицу, вот я беру петли с этого края и буду вязать теперь с этого края, дальше продолжая вязание. Чтобы у нас не образовывалось дырочки вот в этом месте, мы одну петлю поднимем и провяжем вот эту вот одну поднятую петлю со следующей одной лицевой петлей. Хорошенько подтягиваем петли. И далее вяжем все петли лицевыми, маркеры нам больше не нужны. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Мы с вами провязали мысок, все петли по мыску мы с вами подняли и провязали вот эту часть. У меня сейчас на круговой спице осталась одна вот правая часть нашего слитка. Переворачиваем наше вязание. Я вот буду брать сейчас второй конец спицы. Если вы вяжете на чулочных спицах, распределяйте все на чулочные спицы. И буду сейчас вот с моей чулочной спицы все петли провязывать лицевыми. Первую кромочную снимаю. И далее все петли я провязываю лицевыми. Довязываем все петли до конца самостоятельно. Все петли я провязала с чулочной спицы, больше чулочные спицы нам не нужны. Вот таким вот образом на данный момент выглядит наш следок. По этому краю мы все петли подняли. Теперь таким же образом нам надо поднять по этому краю также 10 петель. В каждую кромочную петлю я ввожу крючок и поднимаю все петли. Если вы вязали такими же расчетами, как и я, у вас должно сейчас быть поднято 10 петель. Поднимаем до конца все петли и переносим на нашу основную спицу все 10 петель. Вот таким вот образом на данный момент выглядит наш следок. Теперь нам осталось провязать вот эти боковые петли. Чтобы не образовывалось сильно протяжек больших, в вот этом вот стыке я одну петлю подниму и провяжу 2 петли одной лицевой петлей. И далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Вот таким вот образом выглядит наша заготовка на данный момент. Получается, у нас провязан один лицевой ряд, второй изнаночный ряд. Теперь нам надо провязать белой ниточкой 8 рядов лицевыми петлями, либо 4 платочные дорожки. Ниточку нашего основного цвета фисташкового мы обрезаем, она нам больше не нужна. Присоединяю ниточку белого цвета. Первая кромочная петля вяжется лицевой, так как у нас идет смена цвета. И вяжу все петли лицевыми до самого конца. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Если вы вяжете на круговых спицах так, как и я, в некоторых местах вам не будет удобно вязать. Делаете вот такую вот петельку и продолжаете вязать. Петельку эту можно делать в любых местах, где вам неудобно стало вязать. Если, как я повторюсь, вам неудобно вязать в общем на круговых спицах, вяжите все на чулочных. Довязываем самостоятельно первый ряд до конца, все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Первый ряд я провязала до конца. Теперь таким же образом переворачиваем наше вязание, и у нас будет идти сейчас изнаночная сторона. Это наш будет идти второй ряд белой ниточкой. Все петли вяжем лицевыми. Первую петлю мы снимаем и далее все петли вяжем лицевыми. Довязываем второй ряд до конца и далее вяжем 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ряд самостоятельно. Все петли лицевыми, как в лицевых, так и в изнаночных рядах. У вас должно получиться 4 платочные дорожки белым цветом. Я вывязала наш подъем белой ниточкой, итого получилось 8 рядов лицевыми петлями, либо 4 платочные дорожки белой ниткой. Если показать на готовом слитке, мы с вами вывязали вот этот белый подъем. Для всех размеров этот подъем вяжется одинаково. Регулируется размер ножки только мыском и прибавлением петель.
После того, как мы связали белой ниткой 8 рядов, мы ниточку белую обрезаем. Вот я уже спрятала ее по изнаночной стороне. И у нас сейчас с вами рабочих ниток никаких нету. Все кончики мы с вами спрятали. Далее мы подошву будем вязать ниточкой другого цвета, темно-зеленого. После того мы с вами сделаем один шов, и слитки наши готовы. Мы приступаем к вязанию подошвы. Подошва наша будет состоять из 12 петель. Берем ниточку. Я буду брать ниточку темно-зеленого цвета. Это у меня идет третий цвет наших слитков. И приступаем к вязанию. Первая кромочная петля будет провязываться лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее вместе с кромочной мы должны провязать 39 петель. Получается, первая это кромочная, вторая, третья, четвертая. И так мы вяжем 39 петель. Я провязала 39 петель. Далее идут 12 петель, это петли подошвы. Вяжем 11 петель лицевыми. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11. Вот наша идет 12 петля, это последняя петля подошвы, и следующая 13 петля. Мы их вяжем в лицевом ряду 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и также вяжем 11 петель. Получается, первая петля это кромочная у нас будет идти, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12 петля подошвы и следующая 13 петля в изнаночных рядах. Мы их вяжем одной лицевой петлей. Переворачиваем вязание. Давайте еще раз повторим. Вяжем 11 петель. Получается, первая петля это кромочная. И далее вторая, третья, четвертая. И так вяжем 11 петель. 11 петель провязано. Вот идет 12 петля, это последняя петля подошвы. И следующая 13 петля. Так как это у нас лицевая наша сторона, мы 2 петли вяжем одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем 11 петель лицевыми. Вот у нас идет 12 петля, это последняя петля подошвы, и 13 петля. Мы эти 2 петли, так как у нас изнаночная сторона, вяжем одной лицевой петлей. Итак, мы с вами продолжаем вязать нашу подошву. Получается, в лицевом ряду мы 12 и 13 петлю вяжем одной изнаночной петлей. В изнаночных рядах мы 12 и 13 петлю вяжем одной лицевой петлей. Вяжем до тех пор, пока у нас с края с одного и со второго не останется по 5 петель. Я вывязала мою подошву, пока у меня на спице с каждого края не осталось по 5 петель. Сейчас мы с вами будем убавлять петли и боковые, и подошвы. Первая петля снимается, не провязывая, и далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая 3 петель до конца подошвы. У меня на спице осталось 3 петли подошвы. Я первую и вторую петлю провязываю одной лицевой за верхние правые стеночки. Последнюю петлю подошвы и следующую я провязываю, так как это у нас лицевая сторона, изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, первую петлю снимаем и далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая 3 петель до конца подошвы. У меня осталось 3 петли подошвы. Я первую и вторую петлю провязываю одной лицевой петлей. Последнюю петлю подошвы и следующую боковую петлю я провязываю, так как это у нас изнаночная сторона, одной лицевой петлей.
Далее у нас идет лицевая сторона. Первую петлю я снимаю. И далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петель до конца подошвы. У меня на спице осталось 3 петли. Я первую и вторую петлю провязываю одной лицевой петлей. Последнюю петлю подошвы и следующую одной изнаночной петлей, так как это у нас идет лицевая наша сторона. Итак, мы с вами вяжем, убавляя в каждом ряду по одной петле в подошве и по одной петле в боковые. Вяжем до тех пор, пока мы с вами не убавим все боковые петли. Я довязала, пока у меня на спице осталось 3 петли подошвы и 1 боковая петля. Больше мы петли в подошве не убавляем. Смотрите, это у нас изнаночная наша сторона. Первая петля снимается, не провязывая, вторая лицевой. И теперь вот последняя петля подошвы и следующая провязывается одной лицевой, так как это у нас изнаночная наша сторона. У нас осталось 3 петли, это все 3 петли подошвы, боковые все петли мы с вами убавили. Вот у нас ниточка лежит сверху. Переводим нашу рабочую ниточку, чтобы она у нас была снизу. И 3 петли мы будем провязывать вместе одной лицевой петлей. Первую петлю я сниму, вторую и третью провяжу одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. И вот эту первую петлю набрасываю на следующую. У нас осталась одна открытая петля. Отрезаем ниточку, протягиваем в открытую петлю и кончик по изнаночной стороне прячем самостоятельно. После того, как мы вывязали с вами всю подошву, нам осталось только сделать один шов. Ниточку я закрепила по изнаночной стороне темную, и так как у нас больше цвета фисташкового, я буду сшивать ниточкой фисташкового цвета. Продеваем в самый уголочек, сшиваем не за кромочную косичку, а сразу за кромочной косичкой идут дужки от платочной дорожки. Сразу вот в первую дужку вдеваем иглу снизу вверх и вытаскиваем с одной стороны. Здесь с этой стороны тоже в белую платочную дорожку вводим иглу снизу вверх и соединяем. Ищем вторую платочную дорожку с этой стороны, вводим иголочку снизу вверх. Со второго края ищем вторую платочную дорожку, вводим иголочку снизу вверх. Сшиваем также до конца платочной вязки. Далее я вам покажу, как сшить резиночку нашу. Вот я сшила все платочные дорожки. Хорошенько ниточку подтянем, чтобы ничего наш шов не стягивал. Далее у нас идет резиночка наша. И данную резиночку мы сшиваем таким же образом. Не за кромочные косички, а сразу за кромочной косичкой вот идут внутренние вот такие петли между кромочной косичкой и лицевой дорожкой. Снизу вверх вводим иголочку с одной стороны и с другой стороны. Вот между кромочной косичкой и лицевой дорожкой. С одной стороны и также с другой стороны. И так мы сшиваем наш шов до конца. Только смотрите, чтобы шов и шел равномерно и белые полосы у нас совпадали. Я сшила мой шов до конца, спрятала по изнаночной стороне все кончики, и у нас вот такой вот шов красивый получился. По изнаночной стороне он смотрится вот таким вот образом. Слитки получились очень красивые, аккуратные, в носке очень удобные. Если вам понравился данный мастер-класс, обязательно поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.